Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомита. Сегодня у нас очередной обзор нашей любимой игры Мир танков от Leslie Games. И сегодня у нас на обзоре тяжелый шведский танк 8 левела, прем-танк Торнваген. Спасибо Петру, моему подписчику, большое за то, что подарил этот танк в нашу коллекцию, и мы позволили себе снять этот гайд-обзор по этой машине. И прежде чем мы продолжим, конечно же, прожми лайк под этим видео и подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами начинаем. И, конечно же, начнем сегодняшний обзор по этому агрегату с бронирования. Переход между НЛД и ВЛД, будем его так называть. 263, и это уже хорошо. Нас сюда восьмерки обычными типами снарядов не пробивают. Вот, голдовыми тоже не все восьмерки пробивают. Понятно, девятки, там десятки на голде нас будут пробивать даже сюда. Касаемо ВЛД, верхняя часть под хорошим углом расположена, под хорошим. В приведенке от 235 до 350. Что над гусеничной полки, верхняя часть, да, и это нам намекает на то, что сюда, и рикошет системы пишет, ну, невероятно хорошая броня ВЛД. Над гусеничные полки 250, 250, ну, против, опять же, обычных, да и голдовых многих снарядов на 8-х левелах, это достаточно хорошая броня. Против девятых, десяток, понятно, уже слабовато. Есть еще у нас вот такой, я даже не знаю, что это, обзорный прибор здесь на корпусе. Но там рикошет, хорошие углы, там больше 300. Ну, 300, да, не пробить. Теперь касаемо башни. Давайте справа и слева сначала смотреть. 293, хорошо. 293, низ 298, верх 361. Верхняя планочка 500. Ну и все. Все. Куда его пробивать? Тут башня невероятная просто. Поэтому верхнюю часть вот эту высунули. Может быть, будет видно чуть-чуть надгусеничные полки. И все. Просто имба по броне с этого ракурса. Боковое бронирование 50. 50, да? Да. Танкует он, конечно, от борта. Ну, прям вот в исключительных случаях за счет рикошета. Но подставляйте надгусеничную полку. Здесь, в принципе, все хорошо. Вот есть места вот здесь. Но в целом, вот в исключительных случаях может танковать. Главное не перекручивать. Иначе сразу будут пробивать. Вообще с борта он слабоват. Безусловно. Так, с броней разобрались. Король игры от УВН, от башни, от верхней части ВЛД, но от борта аккуратно, брони тут маловато. Да, есть надгусеничные полки, дополнительный экран против камулей, но лучше все равно на этом танке от борта не играть. Вот, давайте смотреть орудие. Пушечка у нас 8 левела, 120 мм, альфа очень хорошая в 400. 248 пробитие на основном, на голде 297. Шикарное бронепробитие. Заряжается, правда, пушка при учете этой альфы долговато. На стоке 15 секунд. 1600 дпм, точность 0,44, прям точно не самое лучшее, да. Время сведения комфортное, в принципе, для тяжелого танка 2,3 секунды. Касаемо полевой модернизации. Во втором слоте качаем вездеходную ходовую. Вот, дальше в четвертом блоке отстройку параллакса, улучшаем себе точность. В пятом блоке качаем звукоизоляцию. Вторым слотом лично я для себя буду брать мобильность, потому что я буду на этом танке ездить с турбиной. Без турбины он вообще не едет. Но это мы дальше с вами обсудим и рассмотрим. Вот. Кто не хочет на нем с турбиной, конечно, пожалуйста, ставьте огневую мощь. Вероятно, вам зайдет. По оборудованию. Я поставил турбач, как уже сказал, и думаю, что здесь всегда нужен досул, учитывая, как долго заряжается пушка. Поставил вентилятор, вы можете поставить сюда закалку, можете вместо турбины поставить там досул, если
полевую будете прокачивать на огневую мощь, и тогда уже в конец поставите вентиль. Играйте. Но мне вот такая сборка пока очень заходит, и мне она нравится. По снарядам у нас что основной тип снаряда, что голдовый, это подкалиберные. Скорость полета снаряда на основном 1000, на голде 1450, и это очень хорошо. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. 3 члена экипажа. Перки наблюдайте перед собой в табличке. Теперь по плюсам и минусам. Сначала, что касаемо огневой мощи. У нас очень хорошая альфа, но расплата — это долгое заряжание орудия. При вот такой сборке и вот таком экипаже у нас заряжается пушка уже не 15 секунд, а 12,6, что все равно достаточно долго. У нас шикарные УВН, минус 10, а в связке с нашей башней бронированной и верхней частью корпуса, да, ВЛД, это танк на, скажем так, да и в городе от насыпи, да и на рельефных картах становится очень тяжелым противником для врагов. У нас хорошая скорость полета снаряда, особенно на голде, и очень хорошее бронепробитие, что на основном типе снаряда, что на голдовом. Здесь все ровно. Время сведения уже стало 2,1 секунды, но вот точность как была 0,4, там 0,44 изначально, да, стало 0,4. ДПМ подрос до 1900. По ХП 1620, и как для тяжелого танка 8-го левела это, конечно, маловато. Вот, по мобильности, вот здесь вот основная, как мне показалась, проблема. Вот сейчас с турбиной у нас 36 вперед, 14 назад. Без турбины это 32 вперед. Удельная мощность с турбиной у нас 12,31. Ребята, если на любом танке, на среднем, на тяжелом, ваша удельная мощность вашей машины менее 15 лошадей на тонну, а без турбины здесь вообще получается там дурь какая-то, танк очень долго набирает свою максимальную скорость. И, ну, блин, он вообще еле едет. И без турбины, когда я первый бой на нем поехал, я чуть не заплакал. Нельзя, на мой взгляд, на Торнвагене играть без турбача. По обзору у нас 398 метров, стандартный, в принципе, параметр для танков тяжелых 8-го левела. Здесь мы звезд с неба не хватает. Еще раз, наше преимущество — это броня в башне и ВЛД, играя от рельефа либо от насыпи в городах. Вот. У нас хорошая альфа, хорошее пробитие, быстрые снаряды. Вот. Подвижность слабоватая. Вот. Поэтому надо искать отыгрыш, места на карте, где мы можем использовать свои сильные стороны. Отправляемся в бой, давайте поглядим, как, собственно, эта тачка себя ведет в современных боях на наших картах. Погнали. Так, господа, обзор боем Торнваген, шведский прем-танк 8-го левела, подарок от Петра. Обзор боем. Едем драться. Да. Я, кстати, ни разу еще не играл, а справа в ангарах после переделки карт поехали изучать и танк, и карту переделки. Как там теперь дела с боями обстоят, интересно. Я вот реально в ангарах еще ни разу не играл после переделки. Поедем глянем. Ух ты. Как интересно. Ага, ПТшки тут теперь уже не простреливают. Вот. ИСа 5-го наградили. А это хорошо, что с ЖД теперь ПТшечки-то не могут стрелять. Это здорово на самом деле.
Крючок не получилось. Красавцы, на фугас перешли. О, насветили, постреляли. Хорошо. Да, да. Вот видели, какая броня у нашего Торнвагона? Угу. Крутячная броня. Бедный ИС-5. Худший танк, на мой взгляд. ИС-5. Вот просто. Танк для инвалидов, реально. Господи, как мы его унижаем. Ребят, сумма уже 3500. Хорошо. Так мы любим воевать. Так, что это у меня тут происходит? Еще один из 5 поехал, его поунижать прям. Ух ты, кого мы тут нашли? Хорошо, а еще посветили. У меня еще и лагает параллельно. Вот, еще подсветили. ЛТшечку сбрили, все. Нефиг, ибо. Так, ну хорошо у нас уже. 6К сумма, ребят. Где-то Юдус тут, да, в кустах тусит. Поехали, да, разменить, нет? Да не, ну получаем. Блин, не получилось нам в него пострелять. КПшки надо разменивать, ехать. Хотел в меня выстрелить. Ох, артовод больно нам сделал. Но мы его засветили. Блин. О, больше 6К сумм, ребят. Отличный бой. Ну тут турбослив у врагов. Что тут даже говорить. Я боюсь, не успеем ничего пострелять. Да, его убивают. Беда. Да. Ну ладно. 2800 напердели, 3400 насветили, 5-6-200, почти 6300 суммы на танке 8 левела. По-моему, неплохо, да. Видели, броня какая. Ну, правда, я против инвалидов воевал. 8 же левела, ИСы 5 2 были, да. Ну, такое. Вот. Ух, опыта дали сколько. Ух, всего дали. Мастера не дали. Не дотянули мы до мастера. Первый ранг. Так. И, кстати, на Аскаре перестреляла. Гадина такая. Вот, заблокировали броней 2700. Все, мы молодцы. Петь, спасибо за танк. Танк реально хороший, классный.
Не зря я его хотел. Ребят, у кого есть в ангаре Торнваген, для ребят, которые только хотят его приобретать, напишите в комментарии под видео, как вам эта машина, какой вы используете оборудование, используете ли вы турбину. Я танку по пятибалльной системе ставлю 4 с плюсом, 4,5 как минимум, да. Ну, комфортная машина, комфортная. Так что, ребят, прожимайте лукасы, подписывайтесь на канал, кто до сих пор это не сделал. Вот. А я вам рекомендую машину. Хорошая тачка. Можно ездить, наслаждаться игрой Мир Танк. Всем пока-пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.